Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо огромное за ваши лайки, комментарии, за подписки, отзывы, пожелания, предложения, за участие в жизни канала. Я сегодня к вам вот с такими ниточками решила совместить, да, вот такие вот Alize и Naco, посмотреть, что получится. Я просто решила совместить именно цветовую палитру. Ну, а дальше посмотрим. Итак, новички, кто не работал с такими ниточками, давайте по порядку. Первый моточек, это у меня Alize Angora Gold Simli. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. И по составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% вот металлическая ниточка. Видите, как блестит. И нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Ну, цвет, конечно, вы знаете, это 55, ну, то есть как бы стандартный белый цвет. А здесь, смотрите, ниточки Naco называются, мохер деликат. Здесь у нас, получается, в составе входит 5% мохера, 10% шерсти и 85% премиального акрила. Я надеюсь, они подружатся, данные ниточки, друг с другом. Так, цвет пока не забыла, 1036. Сиреневый такой нежный, на камеру передается такой, какой он есть на самом деле. В моточке в 100 граммах 500 метров. И нам здесь советуют производители брать крючок 4. Но я уже рассказывала, что данную пряжу я тоже вяжу крючком номер 3, ну, под свою плотность, да. Получается, вот у меня крючок номер 3. Я буду вязать его именно и ту, и другую пряжу одинаково. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Можете брать один цвет, два цвета, три, сколько угодно. Да? Самое главное, правильно подбирайте крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. В принципе, схемка читабельная. Кто умеет работать со схемками, работайте. Кто не умеет, повторяйте за руками. Но не забывайте смотреть на схемку, чтобы быстрее выучиться, где столбики с накидом обозначаются, где без накида, какие как провязываются. Угу. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу, например, 4 раппорта. Это 32 воздушные петельки. И дополнительно 5 петелек, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 37 воздушных петелек. Ну, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, для начала, все как всегда. Я решила начать с беленькой ниточки. Так, петельку фиксации мы при наборе петелек не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, по узорчику сразу же делаем воздушную петельку. Отсчитываем от крючка вторую петельку. Раз, два. И вот во вторую петельку аккуратненько вводим так вот крючок, нырнули, вытянули ниточку. И 2 петельки провязываем вместе. Это наш столбик без накида. Далее, в следующий по порядку петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. В следующий по порядку точно так же нырнули, вытянули, провязали столбик без накида. И вот так вот вы шагаете в каждую петельку цепочки и провязываете столбик без накида. Контролируйте себя, да, то есть считайте, сколько у вас по итогу получается столбиков. Должно быть ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. То есть у меня 37 воздушных петелек, значит 37 столбиков без накида. Ничего сложного. И вот так вот шагаете до конца ряда. Угу. У вас получаются вот такие вот маленькие аккуратненькие столбики. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязала я все столбики без накида. Вот такие вот маленькие получаются столбики у нас. И как я провязываю самый последний столбик? Я ее провязываю не до конца. Я оставила 2 петельки на крючке, и я буду переключаться на новый цвет. Вы, конечно, можете переключаться, можете нет. Смотрите, 2 последние петельки я провязываю сиреневой ниточкой. Оп, видите? Беленькую так чуть-чуть подтяну. Получается, у меня ряд закончился беленькая ниточка, видите? А сиреневый уже в процессе вязания. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот.
Теперь шагаю по столбикам. Вот первый я уже, получается, провязала. Второй столбик провязываю, за верхушечку берусь и провязываю столбик с накидом. Есть. 3 петельки подъема, это имитация столбика. Считаю как первый столбик. Первый, второй, дальше третий столбик. Дальше по порядочку четвертый столбик. Все столбики с накидом. Поняли, да? По порядочку дальше пятый столбик с накидом. Шестой. Седьмой. И 8. Вот. Я провязала 8 столбиков. То есть получается 7 столбиков с накидом и вот имитация, получается 3 петельки подъема. Дальше делаю воздушную петельку, пропускаю 1 столбик и со следующего столбика провязываю, получается 7 столбиков с накидом. Раз, в следующий, 2, в следующий, по порядочку, 3, 4, 5, 6, 7. Вот у нас получается как 7 столбиков, окошечко, 7 столбиков, да? Дальше опять окошечко, воздушная петелька, 1 столбик пропускаю и в следующий опять начинаю провязывать точно так же 7 столбиков с накидом. Понятно, да? То есть вы провязываете до конца вашего ряда 7 столбиков, окошко, 7 столбиков, окошко, 7 столбиков, окошко. Несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Через каждые 7 столбиков с накидом делаем окошечко из воздушной петельки. И здесь у нас с вами получается не 7 столбиков, да, а вот я провязала уже 3 столбика, но если повторяйте вместе со мной. И как мы заканчиваем ряд? Вот там, где у нас была петелька подъема, да, и столбик без накида, вот нырнули в петельку подъема и провязали последний 4-й столбик с накидом. Вот. Дальше, смотрите, воздушная петелька, оставляем сиреневую ниточку и переключаемся на беленькую ниточку. Вот у нас тут по порядочку, то есть мы их не отрезаем, чтобы у нас мало было кончиков, да. Смотрите, аккуратненько. Вот там, где 3 петельки подъема, в третью петельку подъема вводим крючок, подтягиваем беленькую ниточку, вот таким вот образом. Сильно не тянем, чтобы край не зажулькался, видите? Вот, теперь будем вязать беленькой ниточкой. Воздушная петелька и сюда же верхушку этого столбика провязали столбик без накида. Далее идем четко вот по нашим, получается, столбикам. Опять следующий столбик, за верхушечку взялись. Сейчас аккуратненько возьмусь. Оп, и столбик без накида. Вот, четко идем по столбикам с накидом, провязываем столбики без накида. Здесь ничего сложного нет. Когда доходим до окошечка нашего, да, вот, до этого окошечка, я покажу, как будем интересно провязывать. Вот так вот шагаете. Для себя, конечно, считаете. У вас здесь получилось 8 столбиков без накида, если провязываете вместе со мной. Так, теперь смотрите, как мы делаем. Вот получается, у нас здесь окошечко. Так, мы делаем 2 накида. Вот наши столбики перед окошечком. Раз, два. Возвращаемся, получается, вот к этому столбику. И непосредственно к беленькой ниточке. Поняли? Вот там, где беленькая ниточка, захватываем столбиком. Вот таким вот образом, сзади наперед. Получается, столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, стоп. Держим на крючке, не провязываем. 2 накида. Идем дальше. Следующий после окошка 2 столбика. Раз столбик, 2 столбик. То есть мы опускаемся именно к беленькому столбику. Захватываем его также сзади наперед. Вот таким вот образом столбик перед крючком. Беремся поудобнее, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, стоп. Теперь у нас все петельки на крючке. Да, 3 петельки. И мы их вместе провязываем. Оп, у нас получилась вот такая вот как бы ножка. Видите? Вот она такая вот. 2 ножки, как бы рогаточка смотрит вниз. Это у нас 2 рельефных лицевых столбика с общей верхушкой. Угу. И дальше шагаем. Вот у нас следующий столбик. Мы присоединяемся к нему и провязываем столбик без накида. Все, и пошли дальше.
Теперь считаем, да, как бы, ну, 7 столбиков у нас здесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Теперь точно так же будем провязывать 2 ножки. Опять у нас как ориентир получается столбики, 2 столбика перед окошком, 2 столбика после окошка. 2 накида, сиреневый столбик, раз, два, опускаемся вниз. Вот получается к столбику, захватываем именно к белому ряду, захватываем столбик без накида и провязываем по 2 петельки. 2, 2, стоп, держим на крючке. 2 накида, вот ориентир, раз столбик, 2 столбик, опускаемся вниз и захватываем беленький именно столбик и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами не до конца. Теперь все 3 петельки, которые у нас на крючке, провязываем вместе. Оп, все. И опять перешагиваем к следующим столбикам и по ним шагаем, провязываем 7 столбиков без накида. То есть у нас как бы над каждым нашим окошечком предыдущего ряда формируются вот такие вот 2 ножки, состоящие из рельефных лицевых столбиков с 2 накидами. Угу. Все, давайте вот так до конца ряда и в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала, получается, вот такие вот интересные арочки-рогаточки до конца ряда. И в конце ряда переключаюсь опять на сиреневую ниточку. То есть, смотрите, последний столбик, да, я взяла, получается, петельку и не провязываю беленькой. А вот, смотрите, там, где у меня была сиреневенькая петелька, я ее подтягиваю, так, чтобы мне было удобно. Вот. И вот этой петелькой как раз провязываю свои 2 белые петельки. Все. Подтягиваю беленькую. Получается, ряд у меня закончился беленькой ниточкой, но в процессе уже есть сиреневая. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь я шагаю четко вот по моим беленьким, получается, столбикам без накида. И опять точно так же отсчитываю. Тут получается у меня второй столбик. Ну вот первые 3 петельки, это петельки подъема, да? Так, считаем. Первый, получается, у меня будет 8 столбиков, все остальные по 7 столбиков. Поняли, да? То есть 7 столбиков и 3 петельки подъема. Итак, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. То есть основные мои 7 столбиков, так? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 3 петельки подъема. Дальше я делаю окошко. Воздушная петелька. Пропускаю один столбик и со следующего столбика провязываю 7 столбиков с накидом. То есть я так уже провязывала непосредственно вот в первом сиреневом ряду. Да? Сейчас у меня получится окошечки в шахматном порядке. Итак, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Как только 7 столбиков провязала, я опять делаю окошечко из одной воздушной петельки. Воздушная петелька, столбик пропускаем и опять начинаю провязывать 7 столбиков. То есть здесь вообще не сложно. Понятно? 7 столбиков окошечко, 7 столбиков окошечко. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встретимся. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда столбики с накидом. И ряд у нас заканчивается точно так же, как в прошлый раз. То есть окошечко и всего лишь только 4 столбика. Вот я провязала столбики, делаю так вот воздушную петельку, подтягиваю ниточку и оставляю ее, переключаюсь на беленькую. Вы, конечно, можете, вот здесь у вас беленькая, вы можете ее отрезать, да, например, и провязать точно такой же ряд. Вот, начинаете отсюда и провязываете, то есть присоединяетесь, как вам будет удобно. Либо вы не отрезаете ничего, да, и продолжаете вязать беленькой ниточкой, то есть у вас будет как бы вязание изнаночная сторона. Смотрите, для тех, кто не отрезает. Там, где у нас была третья петелька подъема, мы беремся за третью петельку, вытягиваем аккуратненько беленькую ниточку, сильно ее не тянем, чтобы край не зажулькался. Делаем воздушную петельку и сюда же провязываем столбик без накида. И дальше шагаем по нашим столбикам, 7 столбиков до окошечка. Итак, по порядочку. Беремся за верхушку каждого столбика. Итак, столбик раз, столбик без накида 2,
3, 4, 5, 6 и 7. И вот теперь смотрите, мы повторяем все то же самое, что мы провязывали. Вот именно здесь вот будем делать такие вот галочки наоборот. Так, но будьте внимательны. 2 накида, вот наши 2 столбика, так, ориентируемся сиреневый. Опускаемся, получается, вниз к беленькому столбику. Вот таким вот образом. Захватываем его вот так вот. Опять у нас, видите, рельефный будет столбик. В данном случае, видите, как мы его захватили? Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, стоп, дальше не провязываем. 2 накида, опять ориентир, вот наши получаются столбики. 1, 2, мы опускаемся ко второму столбику, к беленькому, оп, захватываем вот таким вот образом, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, и потом все 3 петельки вместе, оп, понятно? И дальше получается, переключаемся сразу же на следующий столбик и начинаем провязывать столбики без накида опять в количестве 7 штук. И по итогу, смотрите, что у нас получается. Когда мы перевернем, у нас получается точно такая же арочка, да, как мы с вами провязывали вот здесь вот. То есть как вам удобно. Либо вы переворачиваете на себя и провязываете точно так же с этой стороны, либо вы не отрезаете ниточку, а идете как бы с изнаночной стороны и вот таким вот образом провязываете. Все, и несложно. И вот так вот шагаете дальше. Давайте еще раз. Итак, 2 столбика мы провязали. Дальше у нас идет 3 столбик без накида, 4, 5, 6, 7. Опять 2 накида. Ориентируемся на наши столбики. 1, 2. Вот ко второму столбику. Опустились, захватили столбик вот за крючком. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, стоп, 2 накида. Вот опять наши 2 столбика, ориентируемся, опускаемся ко второму столбику, захватываем таким образом, что столбик у нас за крючком, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, и все 3 петельки вместе, оп, и дальше переключаемся на наши столбики. Все, и точно так же провязываем. И у нас получается с изнаночной стороны вот так вот все выглядит, а с лицевой стороны наши арочки вот так вот выглядят. Угу. Все, давайте до конца ряда и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот когда провязали полностью до конца ряда, переключаемся опять на сиреневую ниточку. Итак, смотрите, вот последний столбик, нырнули, вытянули ниточку. И вот эти 2 последние петельки я буду провязывать сиреневой ниточкой. Подтягиваю свою петельку, помните, да, делали воздушную. И вот этой петелькой провязываю последние 2 петельки. Все, ряд закончился беленькой ниточкой, подтянули ее. В процессе вязания уже сиреневая. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь шагаем точно так же по нашим столбикам. Смотрите, какая красота у нас здесь получилась. И повторяем точь-в-точь вот самый первый сиреневый ряд. Так? То есть 3 петельки подъема, а потом еще дополнительно 7 столбиков с накидом. Все. И получается мы с вами уже как бы провязали, да, вертикальный раппорт узорчика, сместили его в шахматном порядке и еще раз провязали. Получается, то есть мы с вами уже поняли, как провязывать данный узорчик. Так, это у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, и вместе с 3 петельками подъема это получается 8. Делаю окошко точно так же, как вот в первом ряду. Воздушная петелька, столбик пропустили, и в следующий столбик начинаем провязывать опять еще 7 столбиков с накидом. Понятно, да? То есть все несложно. То есть сейчас вы повторяете первый ряд. Дальше вы провязываете беленькой ниточкой над окошком, делаете вот такие вот арочки треугольные. Потом возвращаетесь, как вы провязывали второй ряд. В шахматном порядке делаете окошечки. И опять следом идете беленькой ниточкой. То есть вообще не сложно. Узор очень простой. Самое главное, определитесь для себя, как вы будете вот этот ряд провязывать. Либо, как я показывала, либо отрезать ниточку и проходиться по лицевой стороне. Все. Нет, ничего сложного нету. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков.
Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что у меня по итогу получается. Вот такие вот как бы интересные треугольнички, да, как вот их назвать. Они вот такие чуть-чуть объемные. Лицевая сторона вот так выглядит. Может быть одноцветная, может быть двухцветная, трехцветная, многоцветная. То есть вы здесь можете фантазировать как хотите. Треугольнички у вас могут быть эти вот арочки разного цвета. Либо наоборот полосочки из столбиков с накидом могут быть разного цвета. То есть на ваше усмотрение. Либо от всего одного цвета. Изнаночка ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Так? Не забывайте, что один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. Поэтому пробуйте из летних ниточек, из демисезонных, из зимних. Берите, пробуйте, например, полиэфирный, полипропиленовый шнур, сумочки, авоськи, сидушки, коврики и так далее, и так далее. То есть он такой не сильно рельефный, но такой объемненький узорчик получится. Если кто что данным узорчиком вязал, рассказывайте, пишите, какими ниточками, что у вас получилось. Нам будет интересно, мы будем вдохновляться, да, читать и вдохновляться. Не забывайте, что узорчик можно поворачивать, да. Возможно, это у вас будет шарфик, возможно, это у вас будет снуд, почему бы и нет. Можно вот так вот распределить узорчик. То есть на ваше усмотрение. Пробуйте, экспериментируйте, не останавливайтесь, так скажем, на одном изображении. Давайте замерим красоту сегодняшнюю. Я набирала 37 воздушных петелек. Ну, например, вот моя плотность вязания, мой крючок, да, моя пряжа. У вас может быть все по-другому совсем, поэтому бежите образец заранее. Смотрите, вот 19,5 сантиметров. И тут получается у нас сиреневый ряд вместе с этими вот галочками, да, это 2 ряда. Будем считать, получается, по галочкам. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. И самый первый у нас был наборный 15. Ну, столбики один высокий, да, скажем, а другой невысокий. Смотрите, получается, ну вот, 10,5, 10,6, так скажем. Вот. Узорчик совсем несложный, справится любой. То есть пробуйте, пробуйте, пишите отзывы, комментарии, предложения, пожелания. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, нажимайте, чтобы вам приходили уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. И не забывайте заглядывать на моем канале в плейлисты на главной странице канала. Узорчиков уже очень много для вашего удобства. Они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Нажимаете на раздел плейлисты, перед вами появляется большое количество папочек. Выбирайте, которая вам понравится, вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.